Телескоп Джеймс Уэбб недавно преподнес дорогой подарок всем, кто увлекается космосом – великолепное кольцо Эйнштейна. На самом деле на снимке запечатлено сияющее гало далекой галактики JWST ER1G на краю Вселенной. Оно действует как линза и преломляет свет удаленного источника в форме круга. Это не первое потрясающее небесное кольцо, которое астрономы наблюдают в небе. Однако в данном случае все оказалось особенным. Линза внутри объекта, то есть галактика JWST ER1G, массой почти в 6 раз превышает возможную. Ученые подозревают, что здесь приложила руку темная материя. Хотя, как это можно узнать наверняка? Напрямую ее до сих пор не нашли. Но почему? С темной материей что-то не так? Сегодня мы постараемся это выяснить, присоединившись к ученым в погоне за невидимкой. Нам придется столкнуться с небесными Годзиллами, которые меньше атома, попасть в галактический ураган, убивающий звезды, пролететь сквозь планету-призрак. Отправляемся на космическую охоту. Мы с вами очень много путешествовали по космосу, видели огромное количество галактик, звезд и планет, прорывались сквозь облака газа и пыли. Все в нашем мироздании кажется хорошо продумано и исполнено. Так просто не заметишь, что в пространстве не сходятся концы с концами. Что не так во Вселенной? В самых больших космических масштабах наблюдается одна и та же история. Не хватает материи, чтобы объяснить гравитационные эффекты. Вещества должно быть примерно в 5 раз больше, чем мы видим. Собственной гравитации звезд и планет мало, чтобы удержать их вместе. Все небесные тела должны не просто вылетать из галактик, но и рассыпаться на мелкие части. Тем не менее, они живут себе спокойно миллиарды лет. Но космические чудеса здесь ни при чем. Если предположить, что частицы обычного вещества перемешаны с невидимым, все становится на свои места. Это темная материя, которая не излучает, не отражает, не поглощает свет и другие типы электромагнитного излучения. Рентгеновские лучи, радиоволны, ультрафиолет – она не взаимодействует ни с чем. Однако иногда кажется, что этот призрак просто мечтает попасть в поле зрения ученых. Астрономы столкнулись с этим, когда измеряли скорость вращения звезд Млечного Пути на разных расстояниях от его центра. Зная массу и радиус светил, подсчитать это легко. Но результаты шокировали ученых. Оказалось, что в плотно заселенном центре галактики и на относительно пустынных окраинах звезды движутся с одинаковой скоростью. Такое возможно, если только пустое пространство заполняет какое-то другое, невидимое вещество. Кроме того, замечены незначительные колебания в микроволновом фоне, оставшемся после Большого взрыва. Их тоже нельзя объяснить без существования темной материи. Еще одним аргументом в пользу ее являются крупномасштабные структуры Вселенной. Так, в гигантском сверхскоплении Ланиакея, куда входит Млечный Путь, наша галактика будет смотреться как маленькая монетка на футбольном поле. Столь грандиозная компания галактик не могла бы собраться без темной материи в течение ограниченного возраста Вселенной. И ее в мире большинство. Она составляет примерно 80% всей материи во Вселенной, а обычной — 20%. То есть на долю всех звезд, планет, черных дыр остается очень мало материала. Все несметное количество темной материи предположительно появилось через несколько секунд после Большого взрыва. Эта субстанция сплела нити по всему пространству. Образовалась как бы паутина, которой силой гравитации стало притягиваться сформировавшееся позже видимое вещество. Темные частицы служили таким себе клеем для обычных, не давая им разлететься. То есть оба вида вещества могут перемешиваться. Притяжение темной материи создает эффект гравитационного линзирования, как и обычное вещество. Мы можем наблюдать во время космических путешествий, как эта сила искривляет световые лучи далеких объектов. Эффект позволяет измерить темную материю в галактиках и скоплениях, вызывающих искривление. Например, в скоплении Пуля, которое появилось после столкновения двух галактик,
Астрономы уже проследили распределение обычной темной материи и даже на основе наблюдений и компьютерных моделей составили карту темной материи и мироздания. По ней видно, что эта невидимка, хотя и формирует волокна во всей Вселенной, разделена по космосу не так уж равномерно. В каких-то областях пространства нитей из невидимого вещества почти нет, а где-то они сбились в комки. Так, в странной галактике NGC 1052-DF2 из созвездия Кита темная материя практически отсутствует. А недавно астрономы из Университета Барселоны в Испании заявили о возможном открытии сразу 11 галактик, почти лишенных этой невидимки. Правда, далеко не все коллеги соглашаются с их расчетами. Галактика Стрекоза из скопления Волоса Вероники изучена лучше. Оказалось, что она прямая им противоположность своим светлым соседкам во Вселенной. В ней темной материи аж 99,9%. Земная Стрекоза может летать с крейсерской скоростью до 55 км в час. Зато космическую нельзя назвать активной. Исследователи из Ельского университета утверждают, что это практически мертвая галактика, в которой почти нет звезд. Неудивительно, что она излучает лишь 100-ю долю света Млечного Пути. Астрономы Кембриджского университета могут похвалиться еще более богатым уловом таких космических трупов. Они за много лет исследовали около 7000 галактик. Среди них попадались такие, в которых примерно в 400 раз больше темной материи, чем в обычных галактиках. Этот призрак, похоже, есть везде, и далеко ходить за ним нам не придется. По расчетам ученых, темные частицы пронизывают все наше пространство как ветер, только их не так уж много с точки зрения плотности, что чрезвычайно осложнит нашу охоту. Когда вы смотрите это видео, мимо каждую секунду пролетают миллиарды темных частиц, а взаимодействуют с атомами тела лишь единицы. И это больше хорошая новость. Если бы в теле человека обычные частицы почему-то превратились в темные, электромагнитная сила, которая связывает все атомы организма воедино, исчезла бы. Представьте, что такое приключилось сейчас с вашим соседом. Он тут же испарился бы на ваших глазах. По подсчетам ученых, в любой момент времени внутри нас находится около 10 в минус 22 степени килограмма темной материи. Конечно, такой мизер не причиняет никакого неудобства и вообще, можно сказать, никак не влияет на нашу жизнь. По крайней мере, мы этого не замечаем. А что будет при полете в космос? Как это на нас отразится? Если говорить коротко, то тоже никак. Темной материи в космосе много, но она крайне разрежена и слаба, чтобы влиять на звездолет своей гравитацией. Даже если мы попадаем в гало, такие себе огромные облака невидимого вещества вокруг галактик, то все равно ничего не случится. Наш звездолет, скорее всего, как ни в чем не бывало, минует эту область. Благополучно пролетев сквозь гало в какую-то галактику во время нашей охоты, мы наверняка захотим осмотреть наиболее интересные планеты. Что если на нашем пути попадется небесное тело из темной материи? И возможно ли это? До недавнего времени считалось, такие планеты существовать не могут, поскольку темная материя мало взаимодействует между собой и не может образовывать плотные сгустки. Но теперь ученые все чаще предлагают реальные варианты планет-призраков на основе моделирования. Команда физиков из университета Висконсин-Мэдисон считает, что подобные небесные тела могут представлять собой шары массой примерно с Нептун. Ученые выдвинули гипотезу, что после рождения Вселенной, еще до появления звезд и галактик, темная материя сбивалась в такие комки, формируя планеты. По мере распределения во Вселенной обычной материи, из которой сформировались звезды и галактики, все эти небесные тела оказались гравитационно связанными. Гипотетические планеты из темной материи на заре мироздания к тому же обзавелись слоем гелия, а затем поверх его – оболочкой из водорода. Оба элемента самыми первыми образовались в новорожденной Вселенной. Новая теория гласит, что большое количество гелия и водорода на планетах из темной материи способно привести к очень сильному ядерному синтезу.
В результате планеты-призраки извергают вещество в космос, а иногда вся масса двух оболочек может взорваться. Катастрофа приведет к выбросу огромного количества энергии и излучения, что будет похоже на взрыв сверхновой. Сама планета в результате не пострадает, так как темной материи все равно, что творит обычная. Зато вполне вероятно, такие взрывы могут обнаружить планеты из темной материи. Кроме этого, ученые предлагают еще один интересный метод поиска этих призраков. Современные методы исследования позволяют определить радиус, массу и плотность экзопланет, а в некоторых случаях даже состав их атмосферы. Если расчеты покажут нечто за пределами ожидаемого, например, плотность выше железа или близкую к нулю, то экзопланета заслуживает особого внимания. Ее параметры могут свидетельствовать о другой физике, и, возможно, она состоит из темной материи. Впрочем, мы все равно не сможем приземлиться на такое небесное тело. Подобная планета, по расчетам физиков, будет невероятно рыхлым газовым гигантом, без твердой поверхности. Мы просто пролетим сквозь него. И только повышенная гравитация просигналит о том, что на нашем пути встретилась планета-призрак. Можно подумать, что мы живем с темной материей как бы в параллельных мирах. Обе реальности почти не соприкасаются, не влияют на жизнь друг друга. Это, конечно, отчасти верно, но не совсем. Темная материя не мифологический призрак. Она все равно способна влиять на Вселенную в целом и, в частности, на нашу Землю и судьбу человека. Причем как в положительном, так и в отрицательном смысле. Есть предположение, что от темной материи не следует ждать добра. Ее гало, например, по некоторым данным, порой поднимают настоящие галактические бури. Иными словами, гравитационное притяжение темной материи может оказаться настолько сильным, что вызовет гигантские возмущения в пространстве. Если гало колоссальное, так называемые галактические ветры поднимут настоящий ураган, который приведет к катастрофическим последствиям. Его порывы вытолкнут газ из галактики и остановят формирование звезд. Во время охоты за темной материей мы увидим подобные объекты темными и безжизненными. Ураган потушит там все звезды. Старые светила постепенно умрут, а зажечь новые галактики не хватит материала. Но это касается макрокосмоса, огромных структур, которые нам трудно представить. Что ж, посмотрим, к каким событиям может привести воздействие темной материи на более близкие и не такие грандиозные объекты. Какой из них нас интересует больше всего? Несомненно, Земля. И призрачная материя, по мнению команды ученых из Нью-Йоркского университета, когда-то натворила в нашем мире темных дел. А главное, все может повториться в будущем, причем не таком уж далеком. Эта история связана с массовыми вымираниями на Земле. Самое известное произошло 66 миллионов лет назад. Тогда огромный астероид ударил в мексиканский полуостров Юкатан, оставив кратер диаметром 160 километров. Считается, что столкновение вызвало массовое вымирание динозавров и многих других форм жизни. Есть доказательства грандиозных вымираний в другие периоды жизни Земли, предположительно вызванных ее столкновениями с астероидами. И тут прослеживается интересная закономерность. Подобные катастрофы происходили в прошлом с регулярностью раз в 30 миллионов лет. Почему вымирание живых существ и столкновения с небесными телами имеют свои циклы? Ответ может скрывать положение Солнечной системы в Млечном Пути, в котором есть регионы с разным количеством темной материи. Чтобы все лучше понять, следует представить нашу галактику как огромный диск. Солнечная система вращается по окружности диска каждые 250 миллионов лет. Во время движения по нему Земля проходит через среднюю плотность диска именно раз в 30 миллионов лет. Цикл вымираний и столкновений связан с периодами, когда Солнце и планеты погружаются в эту перенаселенную часть диска Млечного Пути. Обычно кометы вращаются вокруг Солнца на краю нашей звездной системы, очень далеко от Земли. Но когда мы проходим сквозь плотную область галактики, все меняется. Общее гравитационное притяжение окружающих звезд, межзвездных облаков и невидимой темной материи нарушает движение комет и астероидов. Некоторые из них меняют путь, чаще пересекая орбиту Земли.
и могут столкнуться с нашей планетой. И это еще не все катаклизмы, которые с цикличностью в 30 миллионов лет угрожают Земле. В такие периоды происходят резкие всплески извержений вулканов, горообразования, инверсий магнитного поля, значительные изменения климата и уровня моря. В чем же тут дело? Когда Земля проходит через диск галактики, она с большой долей вероятности может столкнуться с густыми облаками темной материи. Если планета захватит больше ее частиц, чем обычно, они накопятся в ядре. Когда плотность темной материи дойдет до критической точки, ее частицы уничтожат друг друга. Это разогреет недра Земли, и внутреннее тепло даст гигантский импульс геологической активности. Согласитесь, если теория верна, это опасные, но потрясающие периоды в истории нашей планеты. Хотели бы вы увидеть их собственными глазами? Вряд ли. Вымирание, взрывы и иные катастрофы – не то, что привлекает людей. Но, возможно, нам придется с ними столкнуться. Солнечная система как раз проходит через плотную область диска галактики в течение последних нескольких миллионов лет. Так что сильные кометные дожди, пробуждение множества вулканов и другие геологические встряски могут быть не за горами, если, конечно, эта теория подтвердится. Авторам предстоит еще провести множество экспериментов, создать различные модели, чтобы подкрепить свою идею. Тем временем наука может развернуть ситуацию совершенно в иную сторону, и темная материя в этом сценарии выступит нашим незаменимым другом, который в свое время способствовал развитию жизни на планете. Мы уже выяснили, что наша галактика окружена огромным гало темной материи. Это призрачное вещество как бы течет через Солнечную систему и все ее объекты. Но для возникновения жизни необходимо множество различных веществ, таких как углерод, кислород, азот, фосфор, сера. Они выплавляются в ядрах самых массивных звезд. Потом из подобных элементов образуются твердые планеты, органические молекулы. Для этого звездам сперва нужно не только произвести нужный материал, но и выбросить его в межзвездную среду. Затем большинство элементов снова соберется вместе и зажжет звезды уже следующего поколения. Такое обогащение галактик тяжелыми элементами происходит в результате взрыва сверхновых. Астрофизики из Нью-Йорка наблюдали за подобными катастрофами в мельчайших подробностях. Они видели, как в предсмертной агонии звезды выбрасывают в пространство материал на расстоянии 1000 километров в секунду. Например, останки сверхновой Касс-А в созвездии Кассиопеи усеяли пространство материалом на скорости в 5000 и даже 14500 километров в секунду. Хотя это число может показаться небольшим, особенно на фоне скорости света. На самом деле оно очень велико. Наше Солнце, например, вращается в Млечном Пути со скоростью всего 220 км в секунду. Без дополнительного притяжения массивного гала темной материи огромное количество материала сверхновой, движущееся так быстро, навсегда покинуло бы галактику. Тяжелые элементы вечно плавали бы в межгалактической среде, никогда не став частью будущих поколений звездных систем. Во Вселенной без темной материи у нас были бы звезды и галактики, но планеты представляли бы собой рыхлых газовых гигантов. Никаких твердых миров, жидкой воды и жизни в таких условиях не возникнет. Без гигантского количества тяжелых элементов от поколений массивных звезд жизнь на основе молекул просто исключена. А в будущем темная материя сулит человечеству еще более грандиозные перспективы. Взаимодействие с этим призраком изменит всю нашу цивилизацию. Такую гипотезу выдвинули ученые университета Ешива в США. По словам исследователей, в частности, человечество получит новый безграничный источник энергии и топлива для космических кораблей. Но почему ученые предполагают, что темная материя настолько мощная? Никто, конечно, точно не знает ее возможности, ведь пока с призраком нет прямого контакта. Однако вспомним, что темная материя заставляет свет преломляться во время наблюдений за далекими галактиками. Это дает подсказку о ее недюжинной силе, которую можно использовать в качестве источника энергии.
Правда, по мнению авторов исследования, столь неистощимая космическая бензоколонка, вероятно, появится у нас через сотни или даже тысячи лет. Хотя в науке порой бывают настоящие прорывы, и все может произойти намного быстрее. Но в любом случае сначала нужно найти темную материю и хорошо ее изучить. Охоту за этим призраком ученые ведут широким фронтом во всех направлениях. Сначала они предположили, что природа невидимой материи связана с массивными компактными объектами Гала. В их число, например, входят нейтронные звезды, белые карлики, коричневые карлики и черные дыры. Под особое подозрение попали первичные черные дыры. Теоретически они образовались вскоре после Большого взрыва и поселились на окраинах галактик, в том числе Млечного Пути. Вещество в них спрессовано с такой плотностью, что дыра размером с атом имела бы массу большой горы. Все эти сверхмассивные объекты, как мы знаем, искажают свет своей гравитацией. И при засилии их в космосе мы видели бы мир вокруг себя примерно как в королевстве кривых зеркал. Однако подобного астрономы не наблюдают. Так что массивные компактные объекты Гала перестали быть главными кандидатами на роль источников темной материи. После этого ученые обратились к квантовой механике. Их заинтересовали слабо взаимодействующие частицы, которые тяжелее, чем обычные. Среди известных науке таких не оказалось. Впрочем, это не означало, что их вообще нет. И физики приступили к поискам неизвестных слабо взаимодействующих массивных частиц или, сокращенно, вимпов. Их ловили экспериментальным путем с помощью различных детекторов в течение последних 20-30 лет. Например, исследовали космические лучи неизвестной природы, однако выследить нужные частицы не удалось. Но что, если нам заглянуть в гости к потрясающему имитатору Вселенной? Большому адронному коллайдеру. Там ученые пытаются получить вимпы при столкновениях обычных частиц, разогнанных до суперскоростей. Они считают эти эксперименты очень перспективными. Но пока положительного результата добиться не удалось. В далеком космосе и на Земле мы уже посмотрели. Где еще искать призрачную материю? Давайте заглянем в недра нашей планеты. За миллиарды лет какая-то часть невидимого вещества, проходя сквозь Землю, задерживается в ее центре. Там частицы аннигилируют друг с другом, образовывая нейтрино. Эти новые частицы должны попасться нейтринным детекторам. Один из таких приборов есть на озере Байкал, другой – глубоко во льдах Южного полюса. Ученые погружают детекторы глубоко в воду, где легче обнаружить голубоватые микровспышки нейтринного потока. Но только засечь их пока не удалось. Больше двигаться в поисках темной материи, казалось бы, некуда, однако исследователи сдаваться не собираются, решив еще раз перетряхнуть известные им микрочастицы. И удача им улыбнулась. Появился новый перспективный кандидат – аксионы. Эти частицы тоже можно назвать невидимками. Хотя, возможно, при определенных обстоятельствах они способны проявлять себя в видимом мире. А главное, что их свойства теоретически соответствуют всем ожидаемым параметрам темной материи. Новый эксперимент ученых из Йельского университета в Великобритании призван вывести на свет этих призраков. Теоретические расчеты показывают, что рождение Вселенной после Большого взрыва должно оставить после себя множество легких и неуловимых частиц. Это и есть аксионы, и если они появились в ранней Вселенной, то до сих пор должны где-то существовать. Но сколько бы ни вели за ними охоту, ничего не получается. Еще ученые пытаются создать эти частицы в лабораторных условиях. Некоторые из экспериментов направлены, например, на преобразование света в аксионы и обратно, и здесь охота пока не заладилась. Тогда исследователи нацелились на гало темной материи, пронизывающей галактику и, соответственно, Землю. Они рассчитывают на помощь нового прибора, который называется галоскопом. Это капсула с проводящей средой внутри, погруженная в сильное магнитное поле. Если темная материя действительно состоит из аксионов, то таким способом можно перевести ее в обычное вещество. В результате внутри плоскости появится электромагнитный сигнал.
Система работает как радиоприемник. Ее нужно правильно настроить, чтобы перехватить частоту, которая интересует исследователей. Однако на этом этапе эксперимента они столкнулись с существенными проблемами. Искать аксионы лучше всего на частотах в десятки гигагерц. А это означает, что капсула для экспериментов должна быть чрезвычайно маленькой, практически наноразмера, потому ее очень трудно изготовить. Лишь после долгих экспериментов выход был найден. Ставка сделана на метаматериалы. Это искусственное композитное вещество, способное так взаимодействовать с электромагнитными волнами, как не под силу природным материалам. Метаматериалы обладают электромагнитными свойствами, не присущими ни одному из составляющих их элементов. Полость, заполненная проводящими стержнями, получает характерную частоту, будто она стала в миллион раз меньше, при этом почти не изменив своего объема. Правда, чудесное вещество еще не производят. Сейчас ученые строят установку для его изготовления, которая предположительно начнет работать через несколько лет. Это интересные перспективы, однако неясно, удастся ли с их помощью отыскать темную материю. Ну, никак она не дается астрономам. Возможно, потому что научилась прятаться в совершенно неожиданных местах. И ученые продолжают поиск, пытаясь заглянуть не только в наиболее труднодоступные уголки Вселенной, но даже за ее пределы. На этом этапе мы вместе с исследователями отправимся на охоту по настолько безумным маршрутам, что трудно представить. Как вам экскурсия в другое измерение? По мнению исследователей Калифорнийского университета, темная материя просочилась к нам из него через трещины в пространстве времени. Наша наблюдаемая Вселенная, как мы знаем, имеет 3 измерения. Но ученые давно предполагают, что может существовать и 4-е, дополнительное измерение, по их мнению, способное объяснить, где темная материя так успешно скрывается от исследователей. Однако призрак проявляется и в нашем мире в виде гипотетических частиц, гравитонов, которые появились в первую секунду после Большого взрыва. Частица служит переносчиком гравитационного взаимодействия и не имеет электрического и других зарядов. На заре Вселенной в наше измерение проникло достаточное количество гравитонов, чтобы создать темную материю. По словам ученых, если гравитоны существуют, то они по массе не более чем в 2 раза превышают электроны. Но эти частицы будут слабо взаимодействовать с обычным веществом и только через гравитацию. То есть мы опять же натыкаемся на ту же стену, которая не дает нам обнаружить темную материю. Тогда, может быть, поискать ее еще более нетривиальным способом. Например, таким, как предлагает физик из Портсмутского университета Мелвин Вобсон. Он представляет темную материю как информацию, которая в свою очередь является еще одним состоянием вещества. Иными словами, информация может быть отдельным состоянием материи, наряду с твердым, жидким, газообразным и плазменным. Ученый надеется провести эксперимент, который может подтвердить его неожиданное предположение. Для этого нужно использовать столкновение частиц и античастиц, чтобы теоретически попытаться стереть информацию из Вселенной. Когда сталкиваются эти 2 противоположных вида частиц, они уничтожают друг друга. Но их информация должна куда-то уйти. Предположим, что она является физической и имеет массу, а ее элементарные частицы несут ДНК-информацию о себе. Тогда эту составляющую, возможно, удастся уловить и расшифровать. Ученый надеется, что сумеет это сделать. Хотя новая теория и является очень необычной, научный мир не отбрасывает ее совсем. По мнению коллег Вобсона, стоит дождаться начала эксперимента, который либо подтвердит гипотезу, либо опровергнет. Тем временем в погоне за темной материей профессор физики Кэтрин Фрис из Техасского университета и ее коллеги предположили, казалось бы, еще более невозможное. Вселенной пришлось повторно родиться, чтобы темная энергия появилась на свет. Какой видят историю мироздания авторы этой ошеломительной идеи? Они предполагают, что большим взрывом все не закончилось. Менее чем через месяц после этого произошел второй, темный большой взрыв. Почему его назвали темным? Ученые считают, что это событие могло сформировать несколько уникальных видов темной материи. Среди них, например, были даркзиллы.
Так, с отсылкой к легендарному герою комиксов, гигантскому монстру Годзилле, космологи назвали частицы огромных размеров. Даркзиллы должны массой в 10 триллионов раз превышать протоны. Однако, если темный большой взрыв происходил постепенно, а не внезапно, темный большой взрыв породил бы более легкие частицы. Их исследователи сравнивают с темными каннибалами, которые поглощали бы друг друга при каждом столкновении. Космологи сейчас измеряют степень возмущения в сигналах от сильно намагниченных нейтронных звезд, пульсаров. Таким образом, они надеются получить более широкое представление о первых днях Вселенной. Тогда, может, удастся точнее определить происхождение гравитационных волн, пульсаций пространства-времени. Изучение подобных возмущений, возникающих на гравитационном волновом фоне Вселенной, может пролить свет на теорию темного большого взрыва. И, наконец, самое экзотическое объяснение предложили астрофизики из Института Флитерона в Нью-Йорке. Они свели с ума научное сообщество заявлением, что пришельцы из другого мира наконец найдены. Причем это не выходцы с чужих планет или спутников. Берем круче, из другой вселенной. И не думайте о гуманоидах или умных ящерах. Речь идет о темной материи, за которой мы попробуем сейчас поохотиться вместе с учеными из Нью-Йорка. Они приглашают нас побывать очень далеко, во вселенной, зеркальной нашей. Именно там, по версии астрофизиков, скрывается темная материя, и потому ее никто не может найти. Но тут возникает другой вопрос. Как нам найти путь в другое мироздание? Ученые дают подсказку. Зеркальная вселенная, где атомы так и не смогли образоваться, спрятана внутри нашей собственной. Идея на первый взгляд действительно кажется безумной, но авторы приводят в ее пользу несколько интригующих совпадений. Нейтроны и протоны имеют почти одинаковую массу, что позволяет им образовывать устойчивые атомы. Это случайное, но стабильное свойство квантового мира. Оно может указывать на существование параллельной вселенной, подобной нашей, в которой нейтроны и протоны не имеют такой удобной симметрии по массе. В том странном мире существует суп из субатомных частиц, слабо взаимодействующих между собой. Это объясняет, почему темная материя хоть и может собираться в рыхлые облака, гало, но, скорее всего, не образует плотные сгустки. Дальше дополнительных измерений и других вселенных двигаться уже некуда, но и там ученые пока ничего не нашли. Неудивительно, что в научных кругах все чаще возникает мысль о несостоятельности теории темной материи. Такого вещества просто нет в природе, потому и найти его невозможно. Это ясный и логичный вывод. Но он порождает еще больше новых вопросов. И главный из них, конечно, касается гравитации. Если темной материи не существует, то какая сила скрепляет воедино звезды, галактики, скопления галактики и другие космические объекты? На этот счет у ученых уже есть интересные идеи, в которых темная материя исключена из состава Вселенной. Одна из них недавно предложена физиком Ричардом Лью из Университета Алабамы. Он предполагает, что наша Вселенная слегка дефективная. Звучит несколько обидно для нашего мироздания. Но, по мнению ученого, что есть, то есть. Причем именно дефекты, а не темная материя, объясняют все несостыковки при расчетах гравитации. Вспомним, что по общей теории относительности гравитация возникает из-за искривления пространства-времени, вызванного наличием массы и энергии. Чем массивнее объект, тем больше его гравитационное влияние на другие. Недавние исследования доктора Лью впервые демонстрируют, как гравитация может существовать без массы. Это невероятное предположение, однако ученый нашел обоснование своей теории. Он утверждает, что гравитацию, недостающую для связывания галактик или скоплений воедино, обеспечивает не темная материя. Это связано с топологическими дефектами, похожими на оболочки, которые возникают в структурах по всему космосу. Вероятно, подобные дефекты появились в невероятно далекие времена.
когда Вселенная была совсем юной. Изъяны возникли в период космологического фазового перехода, физического процесса, при котором общее состояние материи изменяется одновременно во всем мироздании. Правда, какая именно форма фазового перехода могла бы привести к появлению дефектов такого рода, ученый пока не объяснил. К тому же, согласитесь, по этому описанию не совсем понятно, что такое топографические дефекты и странные оболочки. Хорошо, что в нашем путешествии мы сможем наблюдать все своими глазами. Мы увидим некие космические струны, очень компактные области пространства с невероятно высокой плотностью материи. Обычно они имеют форму линейных структур, хотя, возможно, и двумерные, такие как сферические оболочки. Эти объекты состоят из тонкого внутреннего слоя с положительной массой и тонкого внешнего слоя с отрицательной. Общая масса обеих оболочек равна нулю, а звезды, лежащие на подобных прослойках, гравитация притягивает к центру двумерной струны. Поскольку гравитационная сила по сути своей связана с искривлением самого пространства-времени, она позволяет всем объектам взаимодействовать друг с другом, причем независимо от того, имеют они массу или нет. Например, у фотонов нет массы, и все равно на эти частицы воздействует сила притяжения других объектов. Гравитационное искривление света набором оболочек галактик или скоплений возможно, поскольку лучи света слегка отклоняются к их центру. Это очень напоминает воздействие значительного количества темной материи. Для подтверждения или опровержения существования безмассовых оболочек необходимы дальнейшие исследования. И сам автор идеи предполагает, что это займет длительное время. Еще один удар по идее существования темной материи нанесли канадские ученые. По результатам своего нового исследования они также пришли к выводу, что охота за невидимкой ведется впустую. Исследователи утверждают, что сейчас наши научные знания просто не в состоянии объяснить странное гравитационное поведение галактик. Для этого мы еще не до конца изучили естественные законы, управляющие массами космических объектов. Чтобы заткнуть дыры в общей картине Вселенной, и была выдвинута гипотеза о темной материи. Собственно, сама мысль не нова. Еще в 1980-х годах была выдвинута теория модифицированной ньютоновской динамики или МОНД. Эта альтернативная гипотеза объясняет вращение галактик без взаимодействия с темной материей. В МОНД изложена идея о том, что движение объекта во Вселенной зависит не только от его массы, но и от гравитационного притяжения всех других масс в космосе. Этот процесс физики назвали эффектом внешнего поля. Астрономы из Канады нашли этому еще одно подтверждение, зафиксировав крошечные расхождения в орбитальных скоростях звезд 150 далеких галактик. По их мнению, это свидетельствует о слабом гравитационном внешнем эффекте между самими структурами. Так что все объясняется без участия темной материи, и идеям об этом космическом призраке следует положить конец. Причем не только о нем. Что-то не так и с темной энергией, которая десятилетиями является еще большей головоломкой для космологов. О ней мало известно, хотя предполагается, что это как раз большая часть мироздания. По расчетам ученых, всего лишь 5% Вселенной занимает обычная материя, еще 25% темная, и аж около 70% приходится на долю темной энергии. Две темные составляющие нашего мира совсем не родня. Темная энергия не способствует образованию сгустков, из которых рождаются звезды и планеты. Она, в отличие от темной материи, равномерно распределена по Вселенной. В галактиках и их скоплениях ее столько, сколько вне их. К тому же темная материя имеет массу и искривляет пространство своей гравитацией, а темная материя испытывает антигравитацию. Она вшита в каждый кубик пустот нашей космологической паутины и постоянно ее расширяет.
Первое время после Большого взрыва темная энергия распространялась со скоростью, которую трудно представить, и быстро раздвигала рамки Вселенной. Сейчас ее сила уже не та, но все равно она способна вдвое расширить границы мироздания за 10 миллиардов лет. При этом плотность темной энергии, которая разгоняет Вселенную во все стороны, чрезвычайно мала. Так же, как и в случае с темной материей, ее источник неизвестен. Пока главный кандидат на роль темной энергии – вакуум. Плотность его энергии не изменяется при расширении Вселенной, что соответствует отрицательному давлению. Еще один кандидат – гипотетическое сверхслабое поле, получившее название квинтэссенция. Лучше прояснить природу темной энергии ученые надеются прежде всего с помощью новых астрономических наблюдений. Тем временем исследователи создают насчет нее множество новых гипотез. Одна из них просто подарок предсказателям апокалипсисов. Ее авторами являются астрофизики из Свинбернского университета технологий Австралии и Портсмутского университета Великобритании. Они считают, что темная энергия может растащить наш мир буквально на куски. По мнению авторов идеи, со временем она наберет мощь и станет превосходить все остальные силы во Вселенной. В результате будут разорваны гравитационно связанные структуры, разрушены электростатические и внутриядерные связи. Произойдет распад микрочастиц, и мир будет полностью уничтожен. А может, некая космическая катастрофа приведет к критически сильным колебаниям темной энергии. Тогда Вселенная схлопнется в одну точку. Правда, в любом случае темная энергия устроит нам конец света не скоро. По расчетам ученых, это может случиться, когда возраст Вселенной в 1000 раз превысит нынешний. Предположений насчет темной энергии вообще высказывается много, только охота за ней, так же, как и в случае с темной материей, ничего не дала. Вроде бы влияние темных сил на Вселенную просчитывается и здесь, и там, но их нельзя увидеть напрямую или нащупать в космосе каким-то другим путем. И мы знаем, что насчет темной материи уже есть сомнения, ведь избыточную гравитацию можно объяснить в обход нее. То же самое с темной энергией. Недавно профессор физики Канадского университета Оттавы Раджендра Гупта построил модель Вселенной, полностью отказавшись от этих двух темных сущностей. Ученый недавно уже всколыхнул научный мир заявлением, что Вселенная вдвое старше, чем мы думали. Именно возраст мироздания в 26,7 миллиарда лет позволил автору идеи отказаться от темных материи и энергии. В пользу вещества-невидимки, как мы знаем, свидетельствует именно недостаточный возраст Вселенной, который принято оценивать в 13,8 миллиарда лет. Этого мало, чтобы сформировались такие масштабные структуры, как сверхскопление галактик или галактические стены. Если возраст мироздания в 2 раза больше, то проблема отпадает, и темная материя или энергия для этого не нужна. Сейчас также принято считать, что обе невидимки вызывают красное смещение космических объектов. По нему ученые исследуют далекие звезды и галактики, вычисляют их возраст. Иными словами, расширение космоса как пружина растягивает свет до самого крайнего, красного участка спектра. Согласно теории канадского физика, красное смещение вызвано совсем не влиянием темной материи и темной энергии. Оно наблюдается из-за ослабления всех известных сил природы по мере расширения Вселенной. Их можно сравнить с неким марафонцем, истощенным долгим путешествием через бескрайний космос. Ученый утверждает, что его выводы согласуются с различными астрономическими наблюдениями, включая распределение галактики и эволюцию света в ранней Вселенной. Однако в научном мире мало подтверждают эту теорию, которая ломает принятую модель космологии. Пока она недостаточно обоснована, и автор гипотезы намерен заняться поиском весомых аргументов в ее пользу. Есть и другие картины мира, лишенного темной энергии.
Одна из них опять забросит нас в многомерное пространство. Модель Вселенной с большим количеством измерений может объяснить расширение космоса без участия неуловимой темной энергии. Мы знаем, что у нее отрицательное давление, и она не становится менее мощной по мере расширения Вселенной. Это вызывает недоумение у многих физиков, которые пытаются как-то все объяснить. Ученый из Индийского технологического института Наман Кумар предположил, что Вселенная существует в паре с антивселенной, которая движется назад во времени. В этом случае становится понятным ускоренное расширение космоса без темной энергии. В новой работе физик представил модель мироздания в виде трехмерной браны, которая находится внутри более многомерного объема пространства. Брана в теории струн — гипотетический объект по размеру меньше, чем пространство, в котором он находится. Представляете Вселенную в виде двухмерного листа внутри трехмерного объекта. Это то, чем является наш мир в форме браны, расположенной в пространстве с большим количеством измерений. Теоретически каждый подобный объект постоянно растягивается. Физик использовал модель браны с переменным растяжением, а также одновременно варьировал гравитационную составляющую нашего мира в разномерных пространствах. В результате получилось, что брана может растягиваться без помощи темной энергии. По словам автора исследования, уже давно назрела необходимость в кардинальном решении по темной материи и темной энергии. Либо мы продолжаем жить с ними, окончательно признав общую теорию относительности, либо мы принимаем, что существуем в огромной мультивселенной с большим количеством измерений. Сейчас в научном мире все-таки преобладает мнение, что Вселенная выбирает простоту и симметрию. А модифицированные теории гравитации не соответствуют этим критериям, но пока нет ключевых доказательств существования темной материи. Возможно, все. Ее темная история может повернуться как угодно. Даже таким удивительным образом, как считает астрофизик Адам Франк из Рочестерского университета. Ученый занимается поиском техносигнатур внеземных цивилизаций при поддержке НАСА. Он уверен, что темная материя появилась в результате искусственного вмешательства в ткань пространства сверхразвитой инопланетной цивилизации. То же самое с темной энергией, которая, как считается, отвечает за ускорение Вселенной. По мнению Франка, неуловимая энергия здесь ни при чем. Эта продвинутая цивилизация специально расширяет пространство, чтобы избежать хаоса и смерти мироздания. Инопланетяне поднялись на такой уровень развития, что могут менять законы физики по своему усмотрению. Например, они способны изменить само понимание пространства-времени и таким образом создать комфортную среду для своего проживания. Будет ли у нас возможность познакомиться с этими удивительными творцами? Скажем, однажды во время путешествия по космосу, как-то ненавязчиво предложив им свою компанию. Почему бы и нет? Мы часто говорим, что во Вселенной возможно все. Мы даже можем предположить, что знакомство будет совершенно нетривиальным. Но это уже сюжет для другого видео.